Сейчас сложно говорить об отпуске, но мне повезло провести целых 4 дня в Барселоне. Сразу скажу, что для этого города это прям очень мало. Пришлось реально чуть ли не бегом бегать, чтобы увидеть все хотя бы мельком. При каждом удобном случае я забегала в кондитерские и кофейни, рассматривала витрины и пробовала фирменные сладкие блюда. И, конечно же, я не смогла пройти мимо каталонского крема или, как говорят испанцы, крема каталана. Восхитительный нежный десерт, который мы сейчас и попробуем приготовить. Для начала закидываем в молоко цедру апельсина и палочку корицы и ставим на небольшой огонь. Нам нужно закипятить молоко со специями, чтобы они раскрылись и отдали свой запах и вкус. Вообще, крема каталана – это испанский вариант десерта из заварного крема. Что-то среднее между классическим заварным кремом и французским крем-брюле. Жизнь в Испании очень размеренная и неторопливая. Жители никуда не спешат, ценят себя и свое время. А значит, и никакой сложной заморочки с приготовлением не будет. Как только молоко закипело, снимаем кастрюльку с плиты и ставим настояться и немного остыть. Отдельно взбиваем желтки с сахаром и ванильным сахаром или ванильным экстрактом. Взбиваем до побеления и пышной массы. Кстати, в древние времена этот десерт имели право готовить только старшие женщины в семье. Более того, попробовать крема каталана можно было всего один раз в году, а именно 19 марта, в день Святого Иосифа. А сейчас в Каталонии его готовят всегда и везде. Есть даже небольшие открытые кафешки, где у вас на глазах готовят только этот десерт и ничего другого. В керамических креманках с чашечкой кофе или в песочных корзинках, чтобы взять с собой. Процеживаем молоко, убирая из него специи. Они уже свое дело сделали и больше нам не нужны. Добавляем кукурузный крахмал. Почему кукурузный и зачем он тут нужен, смотрите в отдельном видео, посвященном крахмалу. Туда же вмешиваем яичный крем и снова отправляем сотейник на плиту. Нагреваем на очень медленном огне и, самое главное, постоянно и интенсивно перемешиваем массу, а иначе пригорит. Крем начнет подниматься и увеличиваться в объеме, поэтому возьмите сразу сотейник побольше. Как только смесь загустела, сразу выключаем нагрев. Еще немного помешиваем и разливаем по креманкам или небольшим жаропрочным формам. Даем полностью остыть при комнатной температуре, а затем убираем в холодильник на несколько часов для стабилизации. А вот теперь будем творить карамельное волшебство. Равномерно посыпаем поверхность крема коричневым сахаром. Можно и обычным, но коричневый дает более насыщенный карамельный вкус. Этот сахар и станет хрустящей карамельной корочкой поверх нежного крема. В Каталонии карамель делают специальным инструментом, представляющим собой железную пластину круглой формы, диаметром в 15 см и имеющих ручку. Пластину нагревают на огне, а когда она раскалится, берут за ручку и прижимают к сахару, который лежит сверху на поверхности десерта. У нас с вами такой специальной пластины, конечно же, нет, поэтому обойдемся подручными средствами. У меня это будет кондитерская горелка, а если ее нет, то разогреваем гриль в духовке и ставим десерт на 3 минуты как можно выше грилю. Или используем аналогичную функцию в микроволновке. Карамелизируем сахар, нагревая его горелкой. Убираем огонь, как только сахар начинает кипеть и плавиться. Тут главное не пережечь сахар. Наш десерт готов к подаче. Наслаждаемся!